Привет! Сегодня у нас на обзоре адвент-календарь по серии Лего Гарри Поттер. Фоном для этого календаря служит знаменитый большой зал Хогвартса, где в центре красуется роскошная рождественская елка, окруженная мерцающими свечами и яркими украшениями, а также 4 стола, каждый из которых представляет разные факультеты. Давайте начнем с первого окошка. А здесь у нас Гарри Поттер, и с ним в комплекте идет постамент Гриффиндора. У Гарри два выражения лица. Первое с легкой улыбкой, будто он только что поймал золотой снитч, а второе чуть шокированное. Для мини-фигурки Гарри разработан новый торс. У него есть шарф, и выглядит он потрясающе. Во втором окошке мы находим статую факультета Гриффиндор. Хотя сборная фигурка немного простовата и совсем не похожа на льва, но она все же отлично вписывается в атмосферу Хогвартса. Третье окошко открывает нам стол Хаффлпафа, уставленный всевозможной выпечкой, пирогом, печеньем, мороженым и круассаном. Не забудь подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Четвертое окошко приносит нам рождественскую мини-елку. Постройка достаточно простая, но мне очень понравилось использование цветков в основании и мелких деталей, которые создают красно-золотой узор, а завершает всю композицию красивая звезда на вершине. Пятое окошко представляет нам стол факультета Равенкло. На нем лежит книга, которая, вероятно, посвящена травологии или зельеварению. Также на столе есть коробка с волшебными бобами, кружка и сахарное печенье. Это интересная композиция, явно подходящая для интеллектуалов. В шестом окошке нас встречает мини-фигурка Драко Малфоя. На его торсе видна печать с шарфом с изображением змеи, символом Слизерина. Лицо такое же, как мы видим с 2018 года, так что оно определенно нуждается в обновлении. На задней стороне у него сердитое выражение лица. Также в комплекте идет стенд Слизерина. Седьмое окошко приносит нам статую Слизерина. Хотя, как и с предыдущей фигурой, статуя больше похожа на птицу, чем на змею. В восьмом окошке нас ждут две милые рождественские хлопушки. Они состоят из маленьких формочек для кексов в центре и ярких корон на концах. Это интересная конструкция, хотя, на мой взгляд, размеры великоваты для такого набора. Девятое окошко дарит нам фигурку Сьюзен Боунс. Это новая фигура с новым дизайном торса, на котором есть принт шарфа с эмблемой факультета Хаффлпаф. Ее прическа выполнена из мягкого резинового пластика, приятного на ощупь. У мини-фигурки два выражения лица с веснушками. В десятом окошке нас ждет статуя из Хаффлпафа. Как мне кажется, фигурка похожа на маленького дракончика. Крылья имеют интересный дизайн, придающий фигурке по-настоящему магический вид. В 11 окошке мы обнаружили стол для Гриффиндора с темно-красной скатертью. На столе находится шахматная доска с двумя игровыми фигурами, а также кружка со сливочным пивом и шоколадная лягушка. Под номером 12 нас ждут два подарка. Одна коробка украшена звездой сверху, а на второй коробке сидит фигурка Хедвиги с расправленными крыльями, словно охраняя вкусную печенюшку внутри коробки. В 13 окошке нас встречает фигурка Чоу Чанг, студентки факультета Когтевран. Ее торс также украшен печатью шарфа с эмблемой. У фигурки одно грустное выражение лица, второе с маленькой улыбкой. В комплекте идет постамент с гербом факультета Когтеврана. 14 окошко, и тут мы обнаружили детали к еще одной статуе, сидящей на шаре. Мне нравится, как выполнен ее клюв, но все же эти постройки очень похожи друг на друга. В 15 окошке мы находим детали для стола с темно-зеленой скатертью. На столе расставлены бокалы, бутылка с напитком и баночка для конфет. В 16 окошке нас ждет фигурка призрака Хора. Фигурка выполнена в серых цветах с пышным платьем. Печать на платье мини-фигурки выглядит здорово, но присутствует только спереди. Если снять парик, можно заметить два разных выражения лица. Первое с нежным пением, а второе с яркой улыбкой.
В 17-м окошке нас ждет круглая подставка для елки, вокруг которой едет маленький поезд Хогвартса. В 18-м окошке нас ждут детали для елки. Елка довольно простая, но интересной деталью является шапка Санты, которая украшает ее верхушку. Теперь мы можем соединить обе части. Мне кажется, что в собранном виде елка выглядит отлично. В 19-м окошке нас встречает профессор Флитвик. Это еще одна новая фигурка, и ходят слухи, что в 2025 году выйдет набор по урокам чар, так что вполне возможно, что он окажется в этом наборе также. У профессора новая борода, что придает ему особый шарм. В комплекте с фигуркой идет один из коллекционных портретов. На нем изображена Эдесса Сандерберг. Если вам интересно, то она была упомянута как важная историческая фигура в истории школы, а ее образ попал в коллекционные наборы Лего в 2024 году. В 20-м окошке мы нашли деталик для постройки камина. Действительно, какой же рождественский адвент-календарь может обойтись без этого атрибута? Конструкция выглядит классно, а коллекционный портрет придает камину особое очарование. На портрете изображена Элизабет Бёрк. Это ведьма и бывшая директриса Хогвартса, известная своей приверженностью к идеям о чистокровных волшебниках. Ее портреты висят в Хогвартсе, и она является частью коллекционных карточек в серии Лего Гарри Поттер. В 21-м окошке нам попалась огромная гирлянда с яркими украшениями. За 22-м окошком нас ждет стол для профессора, украшенный свечой с двумя яркими вишенками. А в 23-м окошке прячется главное угощение – рождественская индейка, украшенная золотыми листочками. Это праздничное блюдо идеально дополняет профессорский стол. Ну а в последнем 24-м окошке у нас находится профессор Дамблдор, который выглядит просто потрясающе в красном праздничном наряде. У него два выражения лица, и оба с улыбкой. Я безусловно считаю, что это один из лучших адвент-календарей этого года, несмотря на несколько невзрачных построек в виде серых статуй. Вы можете использовать мини-фигурки и постройки в своих коллекциях, добавляя новые сцены. Не забудь поделиться своим мнением про этот адвент-календарь в комментариях. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропускать новые обзоры, и до новых встреч! Всем пока!